Ребята, всем привет! Меня зовут Аня, и если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня будет очень интересное и познавательное видео, в котором я расскажу о интересных местах в Польше. И первое, о чем я хочу рассказать, это Морское Око. Морское Око, по мнению многих туристов, является самым красивым водоемом Татр. И это правда, потому что мы в прошлом году ездили, и нам очень понравилось. Он расположен в верхней части долины. Это символ польских Татр. Когда-то верили, что этот водоем под землей связан с морем, отсюда и его название Морское Око. Путь туда не требует специальной подготовки, так что посетить его может каждый. Если вдруг вы не смотрели мой ролик из Закопаны, обязательно посмотрите. Я там все подробно рассказываю, как добраться, сколько стоит, и вообще вы увидите своими глазами, как выглядит Морское Око. Следующее интересное место называется Заблудшие скалы. Это заповедник, который находится в горах и занимает площадь приблизительно 21 гектар. Это сложный лабиринт из удивительных скальных образований, узких проходов, расщелин и туннелей, между которыми протянуты более 10-метровые коридоры. Формы скал здесь восхитительные. Вы можете найти в них головы, грибы, высокие башни, ворота, каменные фигуры и многое другое, на что позволит ваше воображение. Я думаю, что многие из вас даже не знали, что такое место существует в Польше. Крутыня на Мазурах является одним из самых красивых водных путей в Центральной Европе. Более 100 километров живописных районов Писской пущи и Мазурского природного парка. Красоту Крутыни прославляли даже писатели. Ее называют жемчужиной Мазур, королевой равнинных рек, магической лентой. Сплав на байдарках по Крутыни оставит незабываемые впечатления. Следующее интересное место, я думаю, что многие из вас слышали о нем, это Славинский национальный парк. Песчаные дюны Славинского национального парка занимают 500 гектар. Песчаные дюны достигают высоты более 30 метров над уровнем моря и перемещаются с помощью ветра со скоростью 3-10 метров в год. Массы песка создают незабываемые виды. Прогулка по этому парку ставит в вашей памяти незабываемые впечатления. Если, например, вы увлекаетесь фотографией, то это место просто шикарное для того, чтобы сделать крутую фотосессию. Следующее место – это замок крестоносцев Мальборг. Я тоже там была, но это было очень давно, приблизительно 4 года назад. И мы приехали, сам замок был закрыт, но территория была открыта. Мы смогли прогуляться по территории и посмотреть замок изнутри. Замок Мальборг является прекрасным примером готических оборонительных сооружений. Его называют самой большой кирпичной горой в Европе. Сегодня он почти полностью восстановлен, и посетители могут изучить большую часть этой огромной крепости. Он находится недалеко от Гданска. Если вы будете где-то приблизительно находиться, обязательно заедьте в этот замок. Он просто огромный, и там очень красиво. Следующее интересное место – это Разноцветные озера. Разноцветные озера – это достопримечательность Рудавского природного парка. 3 озера – Пурпурное, Голубое и Зеленое – образовались на месте старых горных копалин. Своим цветом они обязаны химическому составу стен и дна котловины. Еще один замок, который стоит посетить, это замок в Мошне. Замок в Мошне производит впечатление на всех без исключения. 3 построенных в разные годы части замка представляют собой 3 разных архитектурных стиля. Это барокко, неоренессанс и неоготику. Это сочетание сделало замок, безусловно, одним из самых красивых в своем роде в этой части Европы. Внутри замка находится 365 помещений, а снаружи можно насчитать аж 99 башен и башенок. Это действительно сказочный замок. Следующее интересное место в Польше – это соляная шахта в Величке. И я уверена снова в том, что многие из вас об этом слышали, и даже, может быть, многие из вас там были, так как сама история соли начинается еще в 13 веке. И эта шахта – одна из старейших шахт в мире. Она иллюстрирует все этапы развития горной техники в разные исторические эпохи.
Она опускается вниз на 9 уровней. Увидеть здесь можно уникальный, высеченный из соли алтарь, статуи и целые подземные часовни с барельефами и мастратами. Под землей можно просматривать также на оригинальное оборудование, приборы и другие следы горных работ. В шахте даже находится почта и ресторан. Далее Бебжанский национальный парк, который является самым большим заповедником в Польше. Его площадь составляет почти 60 тысяч гектар, из которых более 25 тысяч это знаменитые Бебжанские болота. Крупнейший комплекс водно-болотных угодий в Центральной Европе бесспорно является королевством птиц. Для туристов и натуралистов подготовлены разные трассы. Туристические, водные, велосипедные и пешие. Со специально подготовленных высоких башен для наблюдения, а также пешеходных дорожек можно наблюдать за текущей в долине жизнью. Следующее интересное место – это статуя Христа Царя. Я также там была. Там особо территория небольшая, но сама статуя очень интересна. Эта достопримечательность Польши относится к числу современных. Ее открытие состоялось в 2010 году. Особенностью статуи является, что она стала самой высокой в мире – 36 метров. До ее появления таковой считалась знаменитая статуя в Рио-де-Жанейро. Следующее интересное место, которое также связано с природой, это Кривой лес в Польше. Этот необычный кривой лес состоит из 400 криво растущих деревьев, расположенных на небольшом участке по соседству с городом Гриффино на западе Польши. Необычный лес посажен людьми, и дата его посадки считается 1930 год. Благодаря необычно искривленным стволам деревьев стал своеобразной достопримечательностью для туристов. Однако никто не может однозначно объяснить аномальную форму стволов деревьев. Следующее интересное место – это озеро Салина, которое называют Бесщадным морем. Окруженное холмами искусственное озеро является глубоким водным резервуаром. Плавать в нем можно только в специально предназначенных для этого местах. Вокруг водохранилища находятся курорты и санатории. Обязательно стоит поплавать по озеру на лодке, полюбоваться прозрачностью воды на вершине Бесчадов. Путь Орлиных гнезд. Путь Орлиных гнезд. Этот парк – это прежде всего таинственные замки, но также и красивейшая панорама, живописные долины, впечатляющие остатки скал, огромные таинственные пещеры, известняковые холмы и пещеры с летучими мышами. Однако самой интересной достопримечательностью парка является Путь Орлиных гнезд, который соединяет 25 замков. И самое интересное я оставила напоследок – это пляж Хель. Хель стал знаменитым польским курортом в большей мере благодаря своим красивым широким песчаным пляжам. Необычное положение города на Хельском полуострове представляет туристам на выбор два замечательных пляжа со стороны Гданского залива и со стороны открытого моря. Мы когда ездили на Хель, мы в одну сторону ехали на электричке, это заняло нам приблизительно 2,5 часа, а обратно мы уже возвращались на теплоходе. Чувство просто не передать, поэтому отправляйтесь туда. И еще что самое незабываемое было, это когда мы возвращались, был закат, это было лето. Сам город небольшой, маленький, но его стоит посетить. Ребята, спасибо всем за просмотр, я надеюсь, это видео было для вас познавательным. Если да, ставьте пальчик вверх. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!